Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим про неожиданные перемены, потому что хочется, да. Ну и посмотрим, как я обещала, работа, любовь, дом и родные, все посмотрим, да. Как раз достану сейчас 4 карты: работа, любовь, дом и родные люди. И что будет по раскладу, там карты, что еще будут подсказывать, все скажу, все открою, что нужно, что не нужно. Вот. Так что давайте, готовьтесь к раскладу, к очень сильной энергии. Я ее притянула, открыла проход в начале расклада и в конце буду подтверждать. Тоже, как всегда. Так что на ютубе, только на ютубе, тут действует на моих раскладах очень сильная энергетика, которую я притягиваю и передаю вам, как я всегда говорю, да, что вы картина, которую рассыпали по пазлам, и пазлы эти надо собрать. Вот эта энергия помогает вам. Обязательно так и будет, как в помощь. Так. Имя свое проговорите. Мужчина, смотрите, если то на себя немножко перестраиваем, потому что я часто говорю вот для женщин, да, но вы на себя общую эту энергию перестраиваете, поймете, что вы тут тоже не просто так. Так, 4 карты. Работа, любовь, дом. Дом — это как оно в доме. В общем, посмотрим, что карты будут говорить. И родные люди. Угу. Так, есть. Вот этой колодой посмотрю, что карты про вас сегодня расскажут. Как сигнификация, чтобы вы понимали, реальный ли ваш расклад, да? В принципе, по-любому он ваш, раз вы здесь. Но отсюда и начнем. Фортуна выходит. Угу. Нити судьбы. Слушайте, а действительно, раз фортуна первая карта, приготовьтесь. Это из всего вот фортуна первая карта здесь. Приготовьтесь к неожиданным переменам. И вот по вот этой карте могу сказать, так записано в книге вашей судьбы. Вы на что-то надеетесь, но никак не можете исполнить. Или оно не может исполниться. На что-то очень надеетесь. Вы хотите куда-то сходить, но не получается. Или съездить. Но не получается. Отдохнуть вам надо. Вы это тоже знаете. И отдохнуть, смотрите, по вот этим картам вы не можете нормально отдохнуть, просто если полежите, поспите. Это тоже кому-то надо, но это как будто бы не ваш отдых на сегодняшний момент, на нынешний момент. У вас отдых — это переключиться на что-то другое. Потому что все ваши мысли, это 7 кубков, мечты, планы, мысли, они как в траур уходят сейчас, как в какое-то вот в нервозное состояние. А вы человек как рысь, вы действительно хотите действовать, участвовать. Да, может потихоньку, может наоборот много, но вы хотите участвовать в этой жизни. И вас даже карты предупреждают, поспишь, все равно не отдохнешь, хотя поспать надо. Вам надо запланировать именно сейчас, когда вы смотрите этот расклад,
Куда вы съездите? Вы ждете какую-то поездку, либо поездка ждет вас. Вы должны куда-то съездить. И там вы как будто переключитесь на что-то другое. И даже если физически устанете, зато морально, психологически вы найдете какой-то, ой, я не знаю, как это, эликсир восстановления, ну что-то в этом роде, эликсир восстановления нервной системы. У вас нервная система, вы пугаетесь, да? Есть такое? И вы уже устали пугаться. Либо дергаетесь, иногда так раз, и даже во сне бывает. Вот такое вот еще есть. И вы от этого устали, но вы не сном это уберете. Именно переключиться на что-то другое, но там, где позитив. Это поездка. Вот какая-то поездка. Планируете. Либо ищите, а куда бы мне поехать, либо вы уже знаете. Вот та поездка тоже вас ждет. Вот те места, куда вы хотите или куда вы реально решитесь поехать, вас ждут. Она может быть недолгой, может быть на целую неделю там или как, да, может только на пару часиков, но оно как будто как звено заряда, где вы наберетесь заряд и где вы немножечко хотя бы восстановите свой вот этот внутренний баланс. Потому что долго откладываете, либо нет возможности. Вот сделайте, чтобы оно было. Хотя бы своим желанием, хотя бы своим упорством. Я должна туда съездить, я должен, да, вот с теми людьми увидеться, либо, может, и не с людьми, а вот с той, не знаю, там, местностью, допустим. Смотря куда. Может, это святые места, может быть, это просто другой город, либо в село съездить из города, да, вот, либо даже за границу. Смотрите, смотря куда. Может быть, это отпуск. На берегу океана, допустим. Ну а что? А что? Может, и это тоже. Планируйте, дерзайте где-то и так. Может, и не на берегу океана, а где-то на даче, но там, где ты не вкалываешь и устаешь реально, даже психологически, а устаешь физически, но психологически и морально ты отдыхаешь. С картинкой океана на даче тоже будет превосходно. Понимаете, здесь нужно именно переключить ваши мысли, ваше видение, да, вокруг себя, что вы видите, на то, что вам нравится видеть, а не приходится. Вам реально что-то нужно сделать. Это карты прям вот сразу говорят. Это ваше, это ваше. Вот ваше решение. Это двойка жезлов. Ваше решение сейчас, которое вы примете, оно выведет вас из каких-то закутков прошлого. И откроет вам новые пути, которые будут еще длиннее. Вот это мне больше всего в раскладах нравится. Если это вижу, я всегда буду говорить, что пути длиннее, чем даже вам кажется. Ваши жизненные пути длиннее. Но на что-то, да, надо обратить внимание, и вы не зря здесь. Не зря. Вот дом. Про дом, да, посмотрим про дом. Потому что на душе, потому что вы хотите, чтобы в доме было уютно, удачно, удачливо, да, и чтобы в доме был человек, который будет вас обнимать. Именно просто хотя бы обнимать, ну как вам сказать, вы не ждете, как вот вы сам вот человек, да, вот как человек этого мира, вы не ждете прям на уси-пуси. Просто человек обнял, что-то сказал, но внутренняя гармония — это весь свет, это вот счастье в доме. Вот такое вы хотите, вы это получите. Это ваше по книге судьбы. Дом и радость в доме. Такая вот карта. Здесь еще вот мужчина и женщина. Мужчина. Смотрите, и мужчина, если вы смотрите, вы как защитник идете в сторону, женщина ждет вас в этой жизни. У вас будет пара. А хорошие мои девочки, мужчина-защитник к вам идет. Здесь вот как вы ждете, ну, девочки, да,
А мужчина вот как защитник идет в вашу жизнь. Вот такой, это король кубков. Это четверка пентаклей, это ваша жизнь, это ваш защитный баланс. Это то, где вы будете действительно счастливы. Это счастье идет к вам. Приготовьтесь к неожиданным переменам. И, кстати, в финансовом смысле по пентаклям тоже. Паж жезлов. Удача идет к вам. Паж жезлов, дорога любви, дорога счастья, дорога удачи и денежных пополнений. Ну, здесь как как родник такой вот, да, как водопадик. Вот это вот в вашу жизнь идет по колесу судьбы, книге судьбы. Давайте дальше, да? Карта еще что-то скажет обязательно про вас. Пока так. Работа. О, цветы. Работа вас любит. Ну, так можно сказать. Работа вас любит. Вы, может быть, не всю работу свою любите. Тут еще и королева пик выходит. Ну, дама пик. Смотрите, здесь что по этой карте я могу сказать по поводу работы, да? Вы действительно вкладываетесь везде, где можно. Вы разносторонний, разноразвитый человек. Вообще, это вообще такое вот. Многие люди вам могут сказать спасибо уже вот на протяжении всего времени, что вы вкладываетесь. Многие люди, да, многие завидуют. Но сама работа дает вам шанс. По поводу работы у вас открывается шанс, где вы тоже будете с радостью встречать свою работу, где наконец-то вы будете вкладываться и получать свои деньги. Либо свою, ну, продвижение, допустим, да, заслуженную статусность. Вот так вот еще хочу сказать здесь. Заслуженную статусность. Работа с цветами, подарок, вознаграждение, то, что вас вот отблагодарить хотят за что-то, и вы сами будете на высоте, да? Ну, как-то так. Давайте посмотрим. Сейчас возьму вот эту колоду. Классическое таро. Но золотое. Угу. Любовь. Дама жезлов. Новые жезловые дороги. Предпобедное состояние. Подвешенность. Выход из подвешенности к звездам. Ага. Работа. Вот она. Карта работы таки вышла. Ой, вам отсвечивает, наверное, как ее тут показать. В общем, вот такая вот карта. Свет с окна. В доме благополучие и радость. Новый дом. Да вы что? Уже как вам показать, чтобы видно было эту золотую колоду? Вот видно? Это туз пентаклей. Это туз пентаклей. Так, я шторки закрыла. Видно? Угу. Туз пентаклей. Хорошо. Теперь рассказываю. Сейчас. Одну карту на всякий случай. Предупреждение. Нет еще. Это действие, что надо сделать, чтобы не попасть в прошлое. По поводу прошлого пустота. Угу. Это вот действие, что надо сделать, чтобы не попасть по двойке жезлов в прошлое, потому что в прошлом пустота, бедность. Будем смотреть. Вот здесь точно так. Есть такое. Почему еще? Потому что в серединке идет борьба. Идет борьба. А борьба — это предпобедное состояние, потому что это пятерка жезлов, а шестерка — это уже победа. Победа в трудностях, победа в безденежье. Она идет в ваши руки. Звезда открывает вам новые пути. Вы будете любимы и будете любить свою работу. Вот так вот. Новые дороги из подвешенного выходите, в дом счастья идет. На работе хорошие люди появляются, но есть и плохие. Так,
Знаете что? Давайте я по поводу финансов, то, что надо сделать, чтобы не попасть в прошлое и в прошлые передрязги какие-то, либо к людям, которые таки тащат у вас денежную энергию, я в конце расскажу. Так что да, оставайтесь со мной до конца этого видео. Здесь я скажу магическое слово, что вам нужно сказать, записать, и числа, которые помогут вам притянуть денежное состояние. Но здесь я точно могу сказать, в течение 2 недель я вижу приход большой суммы денег. Это не шутка, реально не шутка, карты не врут. Тут еще из судьбы началось. Вот. Деньги придут к вам из самых неожиданных источников, либо как-то запланировано, но неожиданно сумма будет, или как это преподнесется. Ну, что-то такое вот неожиданное действительно. Но сделать так, как я говорю, да, досмотреть видео до конца нужно, чтобы вы услышали вот эту магическую фразу, записали ее в комментарии. Да, именно, чтобы с потоком соединиться, вот именно с потоком. Оно вам на бумажечке у себя, там вот эта фраза не нужна, она именно с потоком соединится. Вот. И числа скажу по поводу финансовой реализации, финансовой прибыли. Оно очень сильно сработает. Если вы это не сделаете, как бы срабатывание не получится, да, не будет. Вот. Еще вижу, скоро в вашей жизни будет очень важный, интересный человек. После какого-то важного звонка вы встретитесь, и вы многое что исправите в своей жизни. И вы многое что исправите в своей жизни. Вот так. Так что по поводу работы в конце расклада скажу зацепку, закрепку. Вот. И по всем этим картам я вижу успех. Я вижу успех, я вижу удачу. Это прекрасные карты. Это просто великолепные карты. Вы сражались, вы боретесь, вы получаете свое счастье. Так, это у нас что было? Любовь, да? Любовь. О, любовь. Работа, любовь, дом и родные, да? Любовь и из всей колоды сердце. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Приготовьтесь получать любовь в подарок. Но в подарок как? В настоящий судьбоносный подарок. Как сердечко, да? Вот кто-то целится уже в ваше сердечко с любовью. Кто-то целится. Да, было больно. Вы потеряли любовь в своей жизни. Все по-разному. Все по-разному, я перечислять не буду, но здесь прицел, но и в то же время по этой карте, да, это испытание в прошлом и испытывание боли. У вас было разбитое сердце, может быть, у кого-то даже до сих пор. Было предательство в любви, либо вы реально потеряли человека. Но любовь в вашу жизнь идет. И кто-то очень сильно хочет, чтобы вы, король мечей, чтобы вы любили. Какой-то мужчина. Но этот мужчина не любовь несет. Этот мужчина любил вас. И даже если он на небесах, он будет вас любить. Но он несет вам новую любовь по судьбе. Это может быть ваш папа, это может быть кто-то еще. Это мужчина, это мужская энергия. Но оно в небесах. Либо человек, который живет, радуется вам. Но это опять же ваш отец, брат, не знаю, сын, дай Бог, им здоровья и долгих-долгих лет жизни. Дай Бог. Так что эта карта как бы мужская энергия, но отовсюду. Здесь и жизнь, да, вот жизнь пройти, как там говорят, не воду переплыть, или как, я не помню уже. Тоже можете мне набросать так в комментариях, вспомню. Но еще и небеса. Так что и так, и так. Мужчина какой-то есть, да, он очень сильно переживает за вас. Не скажет никогда, не покажет даже вид.
но внутри он очень хочет, чтобы у вас все наладилось. Именно в вашем доме, в вашем сердечке. Он не покажет, но он хочет, чтобы у вас все было хорошо. Вот так. Любовь — это ваша жизнь. Вы боролись, вы человек вообще борьбы, да? С холодом, с неудачами, с новыми дорогами и перспективами. Но вы у судьбы на виду. Это 20-й аркан, суд великий, суд Всевышний, суд высших сил. И вы у них на виду. Они сейчас вам открывают, показывают дорогу в новое в вашей жизни. В новое в вашей жизни. Рушится что-то старое. Стереотипы какие-то. Слушайте, вы еще, может, даже и в этой поездке как раз-таки встретите человека, который будет вам по судьбе. Либо вы там себя расслабите, успокоитесь, и после этого обязательно встретите этого человека, который вам по судьбе. К вам действительно, вот то, что в начале карты сказали, что вам нужен отдых, но связанный с какой-то дорогой, вот это и есть ваше начало перемен. И любовь, и работа — превосходные карты. Вы будете вместе с человеком, с которым будете на равных и с которым будете счастливы. Не будет перевеса. Двойка пентаклей — это вызов судьбе, потому что вы испытывали какую-то уже лесенку опущения, да, как будто вас кто-то хотел опустить. Но с этим человеком вы будете наравне. Любовь, счастье, не знаю, помощь. И просто реально молча обнимет, и уже хорошо. Молча обнимет, и уже хорошо. Вот такое будет в вашей жизни. Башня плохого сгорает. Вы выпрыгиваете из того, что уже не ваше. И вы принимаете в свою жизнь любовь. Вы выпрыгиваете из плохого. Девять пентаклей. А ну еще. И 10 кубков. Счастье ваше. Гармония, благополучие, счастье. Как будто солнце через тучи просто вот начинает вам светить. Источник радости. Действительно, все-таки вот 100% после этой поездки у вас прорвет. Прорвет в лучшую сторону. Маленькая, говорю, она будет большая или длинная, да, долгая, короткая, но это ваша поездка. Где-то вы действительно вот как ёкнет, как прочувствуете, вот давно там не была, или очень хотела и ни разу не был, да, и вы туда поедете. Или пойдете. Зажигается свет и умываетесь водой. Свет, солнце и вода. Солнце и вода. Свечка и святая вода. Солнце действительно, и море, океан, речка, пруд, не знаю, вот типа этого что-то, да, бассейн. Где-то вот эта поездка, она реально приведет вас вот в норму, в хорошую, чистую, судьбоносную норму. Это девятка пентаклей, это стабилизация собственной жизни. Карты великолепные. Да будет так. Угу. Сейчас не знаю, что здесь еще скажут. Будем смотреть. Так. Что здесь у нас? Это дом, да? Дом. О! Ну, вы хозяин своего дома. И в ваш дом идет человек интересный. Но как бы по вот этой карте это туз червей. Вот. Туз червей. С образом мужчины, 28-й аркан, да? Но здесь как
это вы хозяин своего дома, это значит, вы хозяин своей жизни. Это значит, что ваш дом — это благополучие для вас и для ваших родных. Но в вашем доме есть человек, подождите, который просто скажет вам спасибо. Стабильность. Дети ваши. Это учеба, либо уже новая работа, ну, либо учеба. Как будто вот ваше действие, ваша сила, ваша энергия в этом доме и ваши понимания, знания, все, что вы вкладывали, да, вот как этот рыцарь по жизни, оно просто приведет вас в хорошие впечатления, ну, про себя саму или самого. Ваши дети, они будут вам благодарны, потому что ваш дом — это источник благополучия. Да будет так, да будет так. Очень хорошо карты показывают. Смотрите, если вы мужчина, вы многое сами решаете. В принципе, если вы женщина, вы тоже многое сами решаете. Просто говорю, тут больше как туз червей играет роль в этой карте, чем вот даже вот эта картина. Картинка мужчины. Но и в то же время для мужчин, мужчина, вы сила. И, девочки мои хорошие, к вам мужчина идет как сила в вашу жизнь. Действительно так. Вот по-своему немножко в этой карте, но общий стержень — это дом, это то, что надо. И не только для вас. Ваши дети будут вам говорить через время спасибо большое. Может быть, уже скоро, а может быть, даже через несколько лет, но спасибо для вас будет звучать как золотая монета. Вот. У кого деток нет, кто-то другой был в вашем доме, и он скажет вам спасибо. Вот. И он скажет вам спасибо. Да, дом силы, дом интересных моментов, дом благополучия. Это ваш дом. Слезы были в вашем доме, защиту хочется в ваш дом. Это как бы психологически, да? Но еще вижу чисто бытовое. У кого-то есть сигнализация на собственном доме, либо видеокамера. Вот здесь вот. Может и нет. Может быть, соседи очень хорошие, так следят постоянно, да? Ну, либо вы всегда в доме как сигнализация. Что-то типа этого. Смотрите, но здесь еще говорит о том, сам вот этот поток энергии, да, что вы в доме успокаиваетесь в своем доме, но в вашем доме иногда бывает заброс энергий, которые хотят сбросить с себя. Это что-то плохое. И вы чувствовать начинаете недосып и чувствовать начинаете усталость. Помойте пол, все будет хорошо, все должно быть хорошо. Потому что ваши мечты, ваши планы, они всегда под защитой. Здесь карты говорят очень хорошо. Ну, что все нормально в вашем доме. Да, бывает такое, бывают какие-то такие, как ломает все равно. Ну, помойте дом, помойте, просто полы протрите. И сами после этого под душем смойте с себя это. И соль, вот соль точно. Посыпьте под порог, вдоль порога. Можно слова говорить, какие хотите, можно и не говорить. Соль всегда будет как замок. Да вы знаете, многие знаете, что как замок для вот этого плохого. Соль посыпьте, да. Тогда плохие люди с плохим, может даже и хорошие с плохим, будут переступать порог, оставляя плохое за порогом. И когда они будут уходить, они опять это будут забирать и нести с собой. Но вы это не получите плохое. Вот так. Ну вот оно. Тут хоть и девятка, но здесь семерка все равно. Карты слез.
может быть, не дома просто? Может быть, вы скучаете по дому своему? Где же мой дом, да? Я хочу домой. Вот такое еще есть. Либо у вас в доме сейчас как-то не очень уютно. Хотя по картам нормально, и защита тут есть. Но может быть, опять же, говорю, посыпьте соль, да, и помойте пол, и очистится. Но если вы не дома, то скоро вы будете у себя дома. Ваш дом — это ваша жизнь, и там, где вы будете ночевать, там и вы и живете. Не ждите возвращения домой, ждите возвращения себя в эту жизнь. Уже сегодня начинайте жить, даже если вы не дома сейчас. Не ждите этого возвращения, вы уже дома. Этот дом вам будет всегда, он ваша сила. Вот здесь карты вот это еще хотят сказать, раз девятка вышла. Такая вот. Может быть, вы живете в своем доме, но хотелось бы, допустим, в отчий дом попасть, да, там лучше типа было. Может быть, вы потеряли свой дом, может быть, вы уехали вот в город там или опять же за границу, да, и временно все это. Начинайте жить сегодня. Сегодня ваш дом там, где вы есть, даже если он чисто не ваш. Потому что судьба и сам вот дом, да, он говорит: я тебя чувствую на расстоянии и всегда буду тебе давать энергию для жизни. Принимай ее, не вспоминай обо мне на будущее, вспоминай обо мне уже сейчас, что ты со мной. Я не знаю, что хотят карты этим сказать, но они хотят это все сказать вам. Серьезно, у каждого свое, но я говорю то, что чувствую. Я реально здесь это чувствую. Поэтому говорю. Но по поводу дома все хорошо у вас должно быть. Ух ты, высшие силы. Я же говорю, все хорошо должно быть, все, слава Богу. Вы здесь, вот правильно, что вы здесь. Вы это слышите, вы это принимаете. И высшие силы сразу выходят и говорят: все правильно. Вот труба, это через них или от них, да, через меня идет посыл для вас, чтобы исправить, может быть, даже что-то. То, что наболело, то, что дергает, то, что плачется там, да. Ну вот, чтобы дом действительно был вашей силой там, где вы сейчас. Вот так. Ну, вот так карты сказали. А что дальше? А дальше все хорошо. В ваших руках. О, какой рыцарь с жезлом. А жезл — это огонь. Так что в ваших руках все, слава Богу. В вашем будущем все. Еще раз скажу, наверное, всегда буду так говорить. Да будет так, да, чтобы все было хорошо. По поводу ваших родных, родственников. Ух ты! Какая карта на них выходит. Посмотрите, у вас много родственников с разных дорог. С разных дорог или в разные дороги. Очень сильно думаете о какой-то девочке или женщине. Очень сильно думаете, либо она о вас очень сильно думает. Вот здесь как бы не разносторонне, а именно одинаково. И вы о ней думаете, и она о вас. Вот какая-то девочка или женщина. Потом, по поводу родных, в разных местах они у вас. Кто-то город, село, кто-то за границей, кто-то во врагах. Есть у вас такое, как в чаще, да, с закрытой чаще, как темно, не общаетесь давно. Да, как враг. Ну, как враг. Обида была. То ли вы обижены, то ли вы обидели. Ну, здесь Луна, здесь светлая и темная сторона Луны. Есть и такое, что и вы кого-то обидели. Есть такое. Может быть, нечаянно, ну, у кого-то в подсознании есть. Но по Луне для вас, как бы вы здесь присутствуете, да, вас обижали. Вас родные обидели. Где-то, ну, как Луна, ну, в принципе, Луна, она маленькая, большая,
как бы с маленькой на большую перешло, да, или резко, как кто-то обидел, но очень хочет прощения попросить. Хотя в своем мире живет этот человек, в своем мире. Его как будто бы с дороги сбили. Ему как будто бы в руки вложили другую информацию, либо другое понимание. Ну как по карте в руки, да, а вообще в голову, как говорится. У вас была проблема с этим человеком или с этими даже людьми? Там я вижу не один человек, и мужчину вижу, как будто бы у него усы есть. Либо он носил усы, потом не носит, но вот как будто были усы. Я вижу женщину, волнистые волосы. Вижу женщину, темные глаза, темные карие глаза такие. Вот вы с ними как не общаетесь, и очень давно, и из-за какой-то проблемы. Они хотят попросить прощения, они хотят вернуться в прошлое, когда вы нормально ладили, но это будет через время. У них свои дороги, вы с ними не соединитесь, если только они сами не попросят это. Нет, вы в своей дороге, вы на своей дороге. А вот есть люди, которые очень сильно открыты. Такая карта. Очень сильно открыты. И они действительно просят для вас самого лучшего. Самого лучшего. Но есть, которые далеко, с которыми вы не виделись, опять же, давно. Но они просят за вас, чтобы у вас все было хорошо. Боятся за вас. Есть такие люди. Это либо, опять же, ваши родители, может быть, опять же, не знаю, дети далеко, да, вот вы тут, они там далековато. Братья, сестры, даже троюродные, но это родня. Если по поводу друзей, самых близких, тут все по правосудию. Кто-то да, кто-то нет, сами своей жизнью живут. Есть чаша весов, где есть хорошие друзья, как родные, да, а есть все-таки вот друзья, не друзья. Здесь само все будет решаться, это по правосудию, вам туда лезть и не надо даже. А вот по поводу родных будут какие-то встречи, и есть сейчас переживания. По поводу, давайте детей посмотрим. Переживания по поводу детей. По поводу сына кто-то очень сильно переживает. Двойка мечей и дочь тоже такая сильная, интересная. Хорошие карты идут. Вот и женщина, видите, мужчина и женщина. В общем, и дочь, и сын. И оба мечевые такие, да, потому что у вас мечевые переживания. Мечевые переживания, смотрите, конечно же, у них все будет хорошо. Вы хотите им дать что-то от себя, помочь, подсказать. Такое вот. Вы и так много уже даете и давали. Но здесь двойственно. Но двойственно — это ваш страх больше. Я боюсь, чтобы у них не было плохого. У них идет хорошее. Кубковый туз и десятка пентаклей. И финансы, стабильность в доме, в жизни ихней, да, и кубковая чаша в руках. У них все хорошо должно быть. Да, у них могут быть проблемы жизненные, если они уже взрослые люди, да, и у них могут быть проблемы, но они разрешатся. Здесь хорошие карты выходят, прекрасные. Здесь нет углубления чего-то или разрушения. Все нормально. Вы слишком много берете в голову и на сердце. Вы много давали, и с этого многое что будет исправляться. Все хорошо, слава Богу. Если это детки маленькие, да, мальчик, девочка, опять же, все хорошо впереди. Вы даете счастье, а не вечные головные боли и стресс. Нет, не надо себя мучить, потому что вы нужны будете очень долго еще, хотя бы чтобы вас видели. Да, они вас любят, они реально вас любят, ваши дети, либо он, она, да, вот сколько у вас детей, один, несколько.
Но вот они вас любят здесь. Это просто вот двойственность, это страх. Это больше как страх ваш. Страх по поводу их будущего, их любви, допустим, семейных отношений. Страх по поводу разрушений, потери. Но здесь возвращение, здесь это страх, реально страх. Посмотрите, то, что уйдет, то, что будет, не совсем так, как хотелось бы, обязательно исправится. 8 кубков говорит, идет исправление. И будет всегда исправление. Так что берегите себя больше даже, потому что судьба и бережет ваших детей. Потому что вы нужны. Как это по-другому? Как это по-другому? Вот так. Нет, слава Богу, все хорошо. Здесь кое-что еще сейчас. Кое-что еще я увидела. Пентакли. Солнце, слава Богу. Маленькими шагами, но вам нужно будет приготовиться встречать сюрприз. Маленькими шагами, но приготовиться нужно встречать сюрприз от детей своих. Хороший сюрприз, солнечный будет. Так что ждите интересных событий. Да, будет так. И в конце обязательно когда уже отключу, и я по всему этому энергетическому полю прочитаю свою молитву на силу, на вашу силу. Вот. Пока что так, да? Еще по поводу родни. Давайте, я убрала уже, но давайте еще кое-что по поводу родни посмотрим. Да, и не забывайте, я на Ютубе, только тут этот поток энергетический идет. В остальных каналах, вернее не каналах, каналы мои Анна Тарот и Ананки Тарот на Ютубе, а вот на платформах, еще раз повторяюсь просто, не хочу, чтобы вас, как и у меня, воруют видео, так и у вас воровали вашу энергию. Родственники ваши, родные ваши. Работа идет над каким-то исправлением. Здесь карта работы. Работа идет над каким-то исправлением. Здесь перекресток судеб, да, получается. Смотрите, реально, есть ли ваши родные, которые вас до сих пор ненавидят, но их мало. Это чуть-чуть совсем. Они сами по себе живут. Есть люди, с которыми вы, да, поругались. Я вижу пару. Они хотят очень вас видеть в здравии. Это пара, мужчина, женщина, муж и жена. Он такой немножко с пузиком. Он шутить любит, у него шутки реально интересные. Она тоже неплохая, тоже интересная, легкая. Но что-то было, из-за чего вы поругались, либо они обиделись, либо вы обиделись. Но что-то было между вами как разрушающее. Эта линия закончится, это разрушение закончится по башне, тут по мечевому тузу, как разрежется какая-то пута. Ну, что вас отталкивало? Вы еще будете с ними общаться. Правда, они далеко. Ну, на сегодняшний день они как будто бы далеко. Вижу кудрявую женщину. Ну, тут, может, и будет общение, но, по-моему, вам это уже не надо. Такое вот вижу. Потом, сейчас. Ваша родная сестра, либо брат. Если они у вас родные есть, сейчас я посмотрю, потому что что-то есть тут. Как спутанность
Синий-красный дракончик, да, такой, змеючечка. Очищение. Переживает за вас. Брат либо сестра, вот родные, именно родные. Они, ну, может быть, мама, папа там немножко другие, да, но все равно родные, вот как будто самые близкие. Здесь, получается, здесь очень большое переживание идет. Переживание и за свою жизнь, потому что что-то не так, но и за вашу тоже. Очень хочется встретиться, и вы встретитесь. Вы встретитесь в свое время, вы встретитесь, обниметесь, и все хорошо, слава Богу, будет. Есть какое-то заболевание у вашей сестры или брата, которое вылечится, или уже даже вылечилось. Может быть, было. Все нормально. Все хорошо будет, все в свое время нормализуется. Это туз кубков после этих змеек, это как святое исправление. Святое исправление идет. Вот это, если еще переживали. Если у вас там нету родных, ну, значит, немножечко не для вас, да, сестер, братьев. По поводу двоюродных, троюродных тоже будет встреча, будет разговор. Такой вот, как из отшельников по звезде, но это еще не скоро, скорее всего. Либо по чуть-чуть, может, приближение начнется, да, либо не скоро. Но больше как вы общаетесь, но маловато. А так все опять же нормально. Звезда, будущее. Ничего такого плохого я не вижу. Есть человек, который захочет вас еще раз ужалить, но здесь туз пентаклей, ваша глыба. Ничего, пусть жалит, у него хуже будет. У него будет хуже, у этого человека. Да, это из вашей родни. Вот такое. Ваша мама передает вам привет. Именно мама. Если ее нет, если она на небесах, она с небес передает вам привет, как белый лебедь. Если она есть, дай Бог ей долгих, здоровых лет жизни, дай Бог. Она передает вам привет, и ей очень тяжело, что у вас не все так хорошо, как хотелось бы. Но у вас всегда будет ангел с вами, хранитель. Если она жива-здорова, я говорю еще раз, долгих лет жизни, она молится за вас своим способом. Ну, то, что во что верит, она просит за вас. И очень хочет увидеться, хочет обнять и поцеловать. Если на небесах, она с небес за вас молится. У вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо. Ну вот она. Вы выпрыгиваете из плохого. Реально выпрыгиваете. С их молитвами Всевышнего. Вы выпрыгиваете из плохого. Вы как будто бы под защитой небес. Небеса под защитой, и все, что будет против вас идти, все будет мимо. Все будет мимо. Да, вы видите боль, разочарование и других людей. Вы тоже это переживаете. Вам тоже это больно. Но ваша жизнь защищена, и дай Бог, чтобы и других тоже хочется, чтобы была защищена, да, которых вы видите. Но вы сила. Вы вот на этом раскладе, чтобы вы услышали это. Как бы вы себя не ощущали, но вы под защитой. И все, что будет лететь в вас, будет облетать вас. Все равно вот мимо. Дай Бог. Давайте посмотрим теперь по поводу финансов. Здесь я вижу защита хорошая. И от ангелов они выходили. И от даже близких вам людей, вот с их словами. Они очень хотят, чтобы у вас было хорошо. Кстати, вы тоже это делаете. Вы тоже можете просить и молиться по-своему уже, конечно, за своих близких. Вы это делаете, и это все учтено. Учтено на небесах у высших сил. Прекрасные карты, просто прекрасные. Дайте я еще одну карту здесь выставлю. Уже напоследок, да? И всего лишь скажу очень сильную магическую фразу для финансов. Потому что все-таки здесь прекрасно, отлично, как защита других энергий. А здесь все-таки цветы. Цветы — это продление, цветы — это подарок, но надо его все-таки забрать, да, как бы вот притянуть эти цветы к себе. Вот. Притянуть по поводу денег.
Ну, чтобы денежный поток был неплохой, а? Так, достаю карту. Сейчас еще. Вот. О, притягиваем. Как очень сильный денежный поток на этом коне, да? Это как всадник, это как новости, это как реально девятка червей, притяжение вот того, что хочется. Угу. Ну, под защитой 100% здесь. Книга судьбы на дне колоды. Как в начале вот листики, да, вот там фортуна выходила, как судьбоносная такая. Все, что здесь, так записано в книге судьбы. Приготовьтесь к неожиданным переменам. Это что-то. Это что-то. Так. Правосудие. Правду говорю. Правда говорится вам сейчас здесь. Итак, всего лишь чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Можете сейчас повторить и записать в комментариях. Даю согласие и принимаю во благо 8,3,6. 3 и 6 — это приумножение. Приумножение того, что ты хочешь. А 8 — это бесконечность. Чтобы не только на сегодня, а вообще оно просто приходило именно к тебе. Так что 8 — бесконечность, 3 и 6 — приумножение. Даю согласие и принимаю во благо. Все правда. Видите? 8, 3, 6. Да будет так. На все воля Божья. Пусть она будет с вами во благо ваше. Даю согласие и принимаю во благо. 8, 3, 6. Все. Всего вам самого наилучшего. Самого-самого необходимого для вашей жизни. На Ютубе, не забывайте. Только здесь вы это берете и получаете. Так, я тоже сейчас чистку сделаю, чтобы плохое ни вы, ни я не получили, а хорошее, да, открытие дорог. Откроем, вот они какие красивые. И все будет так, как надо. Я с вами не прощаюсь. Следующее видео будет скоро. Вот. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Жду с вами встречу. Вот, увидимся, еще раз говорю, услышимся на связи. Да? Все.